титан режется и болгаркой. Вместо вот этих болтов Очень трудно, но режется. карабинов. Не, это не будет здесь. Вертикально это за счет того, что красивее рисовый. Если бы нормальный рисовый были, в смысле больше? Нет, ставь ее в неделю. В неделю ставь ее. Да, это не просто. Просто я рисовый не стал. Совсем не просто. Так головой сколько головой. Ты монтировал это самое. Тут вот два листа было полное. Листы заменили. Что там валится? А остались что? Посмотрели, нормальная листа. Она может быть такой интересный, да? Не знаю, что вперед, по-моему, там. Да. Вы можете увидеть, что согнулась она кривовато. Сейчас будем выправлять. Так, нет, стоп. Сейчас, по-моему, жопка узкая получилась. Да норм. Я не смогу греть их 2 раза. Охуеть, блядь. Извините, я забыл, что не снимаю. Нормально, чуть-чуть. Все, остужай, не надо мерить. Убираем заусенцы. Чтобы успешно сверлить титан, нужны специальные кобальтовые сверлы. Это не реклама, просто у нас такие есть, и они хорошие. Нам за эту рекламу никто не заплатил.
красная нахуй, в трубу улетает. Что-то, по-моему, заготовка не держится ни хера. По-моему, сверло поплохело. Оно он синее или черное на конце. Да заготовка не держится. Здравствуйте, товарищи! Вышло затянувшееся приветствие. Пришел к выводу, что и так здесь все понятно по цвету искр, по длительному сверлению. На повестке у нас много чего интересного. Начнем с самого жесткого. Ага, это титан. Все из этого вытекающие проблемы с его обработкой были, так сказать, опробованы на себе. Гнется плохо, приходится нагревать. Режется плохо плазморезом быстрее, чем болгаркой. Сверлится ужасно, если не на станке. Варится, варится только аргонодуговым аппаратом и присадочным титановым прутком, который хрен найдешь в продаже. Что-то бородка намоталась. Бородатая. В общем, медленно, неудобно, но можно. Все эти минусы перекрывают явные плюсы. Легче стали, очень крепкий и, самое главное, подвергается контролируемой деформации. Русским языком гнется как рессора, возвращаясь в первоначальное положение. Повторюсь, очень крепкий, и не ржавеет. Такому материалу нет сноса, как говорится. В общем, хотел бы показать больше, но пока ограничимся основой. Далее был изготовлен стабилизатор типа третья рука. Титан, сталь, шарниры, титановые шпильки. В общем, идеальный вариант для испытаний гидропривода третьей руки. Компоненты уже год как лежат. Эксперимент с гидравликой номер 2. Поставил обратный клапан, чтобы обратно через насос не выливалось масло. Пробуем. Ни хрена. Мощности не хватает. Вот, что и требовалось доказать. Насос говно. Собственно, насос. Кстати, хорошо. То есть, если ему помогать, то удерживает оно нормально. И обратно уже давление не уходит, оно намертво. То есть, получается, гидравлика сама себя не пропихнуть не может, но может сделать статическое удерживание. Ну сколько? Ай, не быстрее. Вот смотри, даже для интереса можно что сделать. Да, все угасили вообще полностью. Давлением сорвало шланг. Гидрач, это круто. Тоже потек, смотри. Пидорас. Да все, Где пизда, он потек? потек. Где потек? Ну-ка покрути еще. Ну, чё? Ага. Говно, а не цилиндры.
Все, 4, все. О, там воздуха дофига. Мгм. Мы воздух не стравили. Давай еще раз. Воздух пошел обратно через стенение. Ну понятно. Наше рабочее давление. Вот, наверное, сколько? 4 очка. Или это 40, или это 4. Так и будет. О, видишь? Давай прососем сначала все, а потом снимешь. Да, и так тоже красиво получается с воздухом. Какая Мгм. Неважно. Ой! Бля! Она пустая, канистра-то? А что там? Все. Все. Попытка номер 6. Один почему-то. А второй почему-то.